Пошла запись. Приветик, приветик всем. Сегодня начинается наша третья неделя нашего интенсива. Ку-ку. Третья неделя нашего интенсива, неделя последняя, уже в конце которой мы подведем итоги, и мы сможем уже, сделать выводы, да, кто успел, кто не успел, у кого какие были задержки. То есть вы сами можете спокойно оценить свои труды, потому что уже вот заканчивается практически наш интенсив, мы занимаемся уже такими деталями, доработками. Мы уже не вяжем сам кардиган, а мы уже немножко его украшаем. Сегодня мы будем украшать его планкой. Я расскажу, как делаю я расчеты на планку, расскажу некоторые там нюансы, секретики, как я писала в инстаграме, но может быть вы то же самое делаете, может сейчас окажется, что вы все молодцы, и в принципе вы точно так же и предполагали, да, что мы так будем делать. Добрый вечер, все здороваются, девочки, приветик. Вот, и в принципе с сегодняшнего дня вот мы можем сейчас с вами рассчитать планку, вы можете ее связать, и с сегодняшнего дня вы можете уже считать, что ваш кардиган закончен. Самое важное, что хочу сказать в начале, потом я камеру, как всегда, переменяю и буду уже писать на листочке все наши расчеты. Если также еще скажу, если останется в конце время, то я расскажу про капюшон. Некоторые спрашивают, но все равно хочу на этом остановиться, не буду уже каждой девочке отдельно писать, а расскажу всем вам сразу, если останется время, но я надеюсь, что оно останется, потому что расчеты планки, они небольшие. Просто мне важно рассказать вот все нюансы, все шаги, которые я делаю. Милана, спасибо, написала, что я красивая. Самое главное, что я хочу сказать, наконец-то я дошла к этому. Мы сначала делаем влажно-тепловую обработку. То есть мы вяжем весь кардиган до верха, вот до сюда, реглан вяжем полностью, останавливаемся и делаем влажно-тепловую обработку. Это обязательно. То есть мы сначала делаем влажно-тепловую обработку, а потом мы делаем расчеты планки, ну или одновременно вяжем планку мы потом. Потому что мы сейчас будем ориентироваться на размеры уже готового кардигана. Я вот свой кардиган взяла, вот он у меня тут лежит. Я его не буду вам так прям показывать, потому что тяжело его показать. Вот я его связала, он у меня готовый. Это уже после влажно-тепловой обработки. Я его взяла, уже сухой полностью измерила и потом стала делать расчеты планки. Если вы сначала сделаете расчеты планки до ВТО, а потом сделаете ВТО, то может получиться так, что планка будет либо короче, чем сам кардиган, либо длиннее, хотя вряд ли такое может быть. Ну, то есть обязательно будет несоответствие длины кардигана и длины планки, и это будет очень некрасиво. Наилешка, приветик. Мне тут что-то писали. Красавица, привет, привет, опять привет. Опять что-то красивешное дело. Спасибо. Спасибо большое. Ну все, можем начинать. Я могу камеру перемещать, и сейчас вам расскажу, как я эту планку рассчитываю. Запомнили все, да, важный момент. Сначала ВТО, потом планка. Многие у меня в Вайбере спрашивают, вот что делать, я все связала, мне планку вязать или мне ВТО делать? Вот знаете, что сначала мы делаем ВТО. Я 100 раз уже это сказала, я надеюсь, вы все услышали, и вопросов больше таких не будет. Вот. Давайте буду переворачивать и будем работать. Кто не успеет на начало, я думаю, на ютубе посмотрите, запись будет. Меняем камеру. Сейчас будет глючить Инстаграм, я так понимаю, да? Мне кажется, что это уже традиция. Сейчас Инстаграм начнет жестко глючить, у меня будет выключаться эфир. Девочки будут нервничать. Что-то мне кажется, что это случится. Может и нет. Будем надеяться. Привет, может вы уже говорили, но я пропустила. Сначала ВТО или сшиваем? Сначала ВТО. Я говорила только что про планку, вот сшиваем мы тоже после ВТО. Вяжем кардиган, делаем влажно-тепловую обработку, потом вяжем планку и сшиваем. Ну, либо сначала
либо сначала сшиваем, а потом вяжем планку. Но мне удобнее просто, лично самой, мне удобнее все связать, то есть сделать всю работу со спицами, а потом уже сшивать изделие. Самое важное это ВТО перед сшиванием и перед планкой. Так, все, готово у меня. Ой, сразу девочки пишут сообщение в Вайбере. Я не готова сейчас отвечать. Буду вам рассказывать по поводу нашего... Так, я листочек так двигаю, чтобы на Ютубе было видно хорошо. Поэтому могу тут некоторые манипуляции сейчас делать. Спасибо, отлично. Да, спасибо, Лена, что отвечаешь за меня. Так, тут проводок мешает на "Ютубе", ну, я думаю, это не катастрофично. Итак, первым делом я нарисую свой кардиганчик, как он у меня выглядит, ну, как бы, в таком виде, в котором он у меня сейчас находится. И сейчас я отмечу, какие размеры нам будут нужны. Потому что вы знаете, да, что всегда первым делом рисую как бы выкройку, сам кардиган, а потом рисую те мерки, которые нам нужны. Итак, смотрите, ну вот примерно так выглядит. Рукава не буду рисовать, рукава в планке не участвуют. Примерно так выглядит мой кардиган. Первым делом, что мы делаем? Мы считаем сантиметры. Я пишу. Считаем сантиметры. Что это значит? Мы уже готовый кардиган после влажно-тепловой обработки раскладываем вот в таком положении. Аккуратненько расправляем его, чтобы он лежал так, как вы будете его носить. Если вы не уверены в том, что он у вас после того, как вы наденете, не растянется, вы можете его на вешалку повешать вот в таком виде и измерять на вешалке. Но я разложила, потому что я его надела, он у меня не сильно вытягивается. Я его разложила аккуратненько, можно просто его подтянуть, чтобы он не присобрался, а именно лежал в таком в разложенном состоянии. Но вот так сложите его, и вы измеряете длину вот от низа до точки, где начинается вырез. Это раз. Затем вторая длина это вырез 2 до этой точки. Затем снова, ну это можно не измерять, но я все-таки нарисую, чтобы вы понимали, что у нас две части. Снова вырез и снова длина до низа. Я нарисовала так, чтобы вы понимали, что нам это и это 2 раза нужно, то есть умножить нужно будет на 2. Ширину нашей спинки мы пока не трогаем, вот этот вырез, мы его будем чуть позже учитывать. Итак, я взяла, вот это вот все измерила, у меня в спокойном состоянии вот эта часть 45 сантиметров. Я тоже сюда запишу 45, чтобы не забыть, что у меня две части по 45. И также сверху у меня здесь 27 и здесь 27. То есть у меня вытянулся он совсем на чуть-чуть. Вытянулся он у меня совсем на чуть-чуть, буквально сантиметров на 7 получилось. То есть эта длина изначально у меня была 40, а это 25. Меня это очень устраивает, потому что я как раз хотела кардиган 70 сантиметров. Он у меня получился вот именно так, как должен быть. Я, честно говоря, очень счастлива, потому что после того, как многие девочки в интенсиве писали, что у них растянулся, я тоже стала переживать, что и мой может растянуться. Но нет, все как я планировала. Так, читаю, что вы пишете. Завтра уже довезут пряжу, и я буду вязать планку. Ой, поздравляю! Я почти не опоздала, да. Всем привет. Привет, до этого все мастер-классы смотрела на ютубе. Сегодня первый раз смотрю прямой эфир. Классно, спасибо вам за вашу работу и такие уроки. Ой, спасибо! Пчелка, я не знаю, как вас зовут. Спасибо большое, очень рада, что вы с нами. Привет, Маша. Смотрела на то, как идет процесс кардигана, думала, потом свяжу. В итоге в субботу сорвалась, связала спинку в субботу, в воскресенье планки, рукава пока не вяжу, так как нужно за пряжей к маме съездить. Круто, мне очень приятно, что мы все вместе с девочками заряжаем на работу. Ну что, я теперь записываю свои сантиметры. Это мы измеряем в сантиметрах. Сантиметры. 45 плюс 27 плюс 27 плюс 45. Я буду рассказывать свои действия по порядку, вы потом поймете, зачем это нужно. Мы считаем сантиметры, не трогая нашу спинку. Почему мы не трогаем спинку? Потому что в спинке мы будем набирать нашу планку петля в петлю. То есть сколько петель на спинке, столько петель у нас будет здесь в нашей планке. Здесь же нам нужно выяснить, через сколько
ну, у наших петелек кромочных, у нас здесь кромочные петли, через сколько петелек нам нужно делать наборные петли, наборный ряд. То есть мы будем цеплять наши петли новые за краешки кромочных петель здесь и здесь, и здесь точно так же. Поэтому нам нужно выяснить сначала длину вот этой вот части кардигана, затем эту длину мы переведем в ряды, после этого мы посчитаем, сколько же нам нужно сделать прибавок, ну, как сказать, наборных петель из вот этих двух частей. Поэтому эту спинку мы не трогаем, мы ее в самый конец включим. Итак, я беру калькулятор и считаю, как всегда. Без калькулятора я не считаю, я боюсь ошибиться. У меня получилось 114 сантиметров. То есть я могу смело сказать, что у меня часть это всего в итоге в 114 сантиметров получилось в сумме. Теперь я беру свою резинку. Давайте я покажу, как я измеряла ее. Следующий мой шаг, я измеряю плотность резинки. Мне нужно узнать, сколько петель резинки моей вместится в 114 сантиметров. Вот я, например, взяла, не знаю, это планка или рукав, неважно. Мне важно знать, сколько здесь петель у меня. Я даже Сашу просила, я попросила его вот так растянуть свою резиночку аккуратно. Не до самого конца, вот прям до изнеможения, так сказать, и не в спокойном состоянии, а немножко подрастянув. Вот так, чтобы у нас изнаночные были видны, лицевые были видны, вот чтобы было такое спокойное состояние. И я измерила количество сантиметров вот в этих петлях. У меня получилось, то есть, понимаете, вот в таком состоянии. Я попросила Сашу, он поддержал вот так резинку, а я подставила сантиметровую ленту. Потому что если... Так, 144. Да, спасибо, 144, верно. Я просто неправильно записала, 144. То есть, если я сама бы ее измеряла, она мне постоянно бы пыталась, ну, присобраться. А мне нужно в расправленном виде, потому что планка будет именно так выглядеть в моем готовом изделии. Так, это я вам показала. Это был мой следующий шаг. Я записала свою плотность. 26 петель у меня было, 19 сантиметров получилось. Ну, это, по-моему, я полочку свою измеряла, если я правильно помню. Теперь мне нужно узнать, сколько петель в 144 сантиметрах. Давайте я посчитаю. 26, ой, неправильно, 26 умножаю на 144 и делю на 19. Получается 197. Я записываю сюда 197. 197 у меня в 114 сантиметрах. То есть по краю полочек я должна набрать всего 197 петель, верно. Так, сейчас я посчитаю. Ой, почитаю. Да, неправильно. Спасибо, что вы подсказываете. Ой, сейчас измерила после ВТО, у меня, как задумывала, 80 сантиметров длина, ничего не изменилось. Круто, круто, я очень рада. То есть 197 петель. Давайте я запишу на всякий случай, чтобы вы понимали. Набрать по краю полочек. Готово. Следующий шаг, мы теперь посчитаем ряды. Давайте я, ну, ниже буду писать, почему бы нет. Сантиметры посчитали, теперь считаем ряды. Что значит ряды? Дело в том, что вы помните, что мы вязали, ну, слева направо, и у нас здесь какое-то количество рядов. Мы перевернем наше изделие и будем вот так набирать наши петли. Поэтому количество рядов, кстати, количество лицевых рядов, это то число петель, которое мы сможем набрать вот петля в петлю по этому краю. Почему количество лицевых рядов? Потому что у нас одна кромочная петля равна 2 рядам. Она у нас как бы вытягивается, потому что мы ее снимаем в одном ряду, а во втором провязываем. Здесь что я сделала? Здесь я взяла свои расчеты. Расчеты, которые касаются, сейчас я их найду. Расчеты, которые касаются полочки и спинки. Так, вот, нашла. Я взяла расчеты, которые касаются полочки и спинки, и посмотрела, сколько петель мы набирали на полочку, вернее, не петель, сколько рядов мы вязали в полочке. Именно у меня конкретно, я это не считаю в готовом кардигане, я просто беру свои старые расчеты и смотрю, сколько же рядов у меня там. Я записала себе, у меня 51 ряд.
здесь, 51 ряд здесь. Я пишу 2 раза, чтобы не забыть. И где вот это вот мой реглан, у меня реглан 33 ряда. Я записываю только лицевые ряды, это обязательно, чтобы вы не запутались. Лицевые ряды, потому что у нас одна кромочная равна 2 рядам. И я то же самое записываю. Я пишу 50, так, я тут тоже напишу 33, чтобы знать. Снова я пишу 51 плюс 33 плюс 33 плюс 51. Проверяйте меня, чтобы я правильно посчитала. Так, 51 плюс 33 плюс 33 плюс 51. 168. 168 рядов это у меня на полочках. Полочки я записала. Всего, понимаете, мне нужно 2 полочки, потому что мы набираем по всему краю. Нет, не только с одной стороны. Спасибо. Санек принес мне чаек. Так, что мы теперь будем считать? Нам нужно набрать 197 петель, у нас всего 168 рядов. Так как петель у нас больше, то понятное дело, что мы обязательно, мы 100% будем набирать по одной петле из каждой кромочной. 168 петель у нас уже 100% будет. Если мы будем брать каждую кромочную и набирать из нее по одной петле, у нас 168 петель получится 100%. Но нам нужно 197, нам нужно чуть больше. То есть через какое-то количество петель мы будем набирать из одной кромочной 2 петли для того, чтобы выйти на 197. Как это выяснить? Я от 197, давайте я напишу здесь сбоку, я от 197 от большего числа отнимаю меньшее, 168. Так, еще раз калькулятор беру, я все проверяю, потому что мне же потом тоже вязать по этим расчетам. У меня получилось 29. Так, давайте я запишу. 197 это петли, которые надо набрать. 168 это ряды, которые у нас 100% есть по нашей полочке. У меня получилось 29. И теперь 168, то есть количество наших рядов, помните, как мы делаем обычно в наших всех расчетах? Мы ряды делим на количество прибавок или убавок. Вот здесь у нас теперь количество петель, которые нужно прибавить. 168 делю на 29. Ой, сейчас я кружку еще разобью. Делю на 29. И у меня получается 5,79. Ну, то есть примерно 5,8. Что это значит? Давайте я подчеркну. 5,8. Что это значит? Это значит, что примерно из каждой шестой петли, 5,8, то есть это 6, нужно набрать 2 петли. То есть мы набираем из каждой петли по одной, а из каждой шестой петли мы набираем 2 петли. Из каждой шестой кромочной, вот которая у нас здесь по краешку. Смотрите, что получается. Давайте я нарисую, что ли, наши петли. Предположим, вот у нас кромочные петли. Если мы наш кардиган развернем вот так, наши кромочные петли будут идти, ну, вот такими галочками, елочками они идут. Я их сейчас побольше нарисую, чтобы вам объяснить. Всего таких елочек по вот этим двум частям у нас будет 168. Нам нужно из этих елочек набрать 197 петель. Мы набираем из одной елочки по одной петле, но из каждой шестой елочки мы набираем 2. То есть я считаю 1, 2, 3, 4, 5. Из шестой я набираю 2. 1, 2, 3, 4, 5. Из шестой я набираю 2. И так дальше. Вот здесь у меня будет 2 петли, здесь будет 2 петли. И всего примерно, это будет примерно, потому что у меня 5,8, у меня получилось не ровно 6, а 5,8. То есть у меня примерно всего получится 227 петель, как мы и считали. Ой, подождите, не 227, а... Это я уже зашла наперед. Сейчас я вам объясню, как я получила 227. Да, у меня будет 227, потому что нужно не забывать про петли, вот, которые находятся на вырезе спинки. Сейчас мы их тоже включим обязательно. Давайте теперь посчитаем петли, как раз общие. Я запишу, считаем петли. Общее количество петель у планки. Петли. 197 петель мы набираем по краю полочек.
И к ним мы прибавляем петли спинки. Я взяла свою спинку, рассказываю, как я делала. Просто взяла спинку и посчитала, сколько петель у меня в самом-самом ее верху. У меня было 23 петли чисто выреза, и плюс еще, давайте я запишу, чтобы вы понимали, и плюс еще по 3 петли осталось, ну вот с вот этих вот треугольничков. У меня получаются там петли реглана, кажется, которые я связала 3 вместе, и петли кромочные, что-то такое. В общем, у меня всего получилось вот 23 посерединке, с одного краю 3 и с другого 3. Давайте я прибавлю 23 плюс 3 плюс 3, у меня получилось 29. То есть сверху на спинке у меня 29 петель. И вот к 197, которые мы получили здесь, я прибавляю 29. Это петли спинки. Это все петли. Давайте напишу 197 это полочки, которые мне нужно будет набрать, а это спинка. Беру калькулятор, снова считаю, чтобы все было правильно, плюс 29. 226 записываю. У меня получилось 226 петель, это общее количество, которое нужно набрать по всей длине. По всей длине моего кардигана. Это общее количество петель планки. Планка, общее количество. Почему у меня получилось тут 227? Вот я их как раз сюда и записала. Потому что 226 это число четное. Я бы хотела, чтобы моя планка начиналась с лицевой, и чтобы она с лицевой заканчивалась, чтобы у меня здесь снизу была какая-то симметрия. Поэтому я советую вам брать нечетное количество петель. То есть я свои 226 перевела как бы в 227. Я запишу, чтобы это было нечетное число. Вот, поэтому я сюда и записала, что у меня потом по краю будет примерно 227. Почему примерно? Потому что у меня здесь не 6 петель. То есть, в принципе, мне не в каждую шестую нужно 2 петли набирать, а в каждую 5,8. Ну, это невозможно, поэтому я округляю. Советую вам тоже это делать. И если тут получится немножко там на петель 5 больше-меньше, ну ничего страшного, не волнуйтесь. Более четко это нужно очень точно высчитывать, это очень тяжело. Вот этого хватает, честно говоря. Вот. Короче говоря, 227 у нас получилось. Что мы делаем? Мы набираем вот здесь по краю наших полочек всего сколько 197 петель. В каждой шестой мы из одной петли вяжем 2, затем мы провязываем 29 петель, петля в петлю набираем, то есть мы видим петлю и мы из нее набираем. Завтра я покажу, как я это делаю, я думаю, часа нам хватит. И затем снова мы набираем вот эти вот 197, ну, то есть это общее количество, 197 деленное на 2. Набираем вот здесь снова по краю полочки. Вот как я стрелочки нарисовала, так мы и вяжем. Здесь стрелочка сюда ведет. Так мы и вяжем. И теперь, как обычно, я пишу, ну, такую общую систему, общий план нашего вязания. Давайте я, наверное, отделю, чтобы это было немножко отдельно. Общий план нашего вязания. Нам нужно посчитать количество рядов резинки. Я опять-таки взяла свою резинку, еще раз я тут помаячу своим кардиганом, взяла свою резинку. У меня здесь 4 рядочка. Я взяла сантиметровую ленту и измерила, сколько 4 рядочка составляют сантиметров. У меня получилось 2,5. Помните наши самые первые не расчеты, а нашу выкройку? Там мы писали ширину планки. Вот у меня ширина планки 3 сантиметра. Я хочу сделать ее 3 сантиметра. Я записываю, у меня резинка 4 ряда составляет 2,5 сантиметров. Я хочу, чтобы у меня было 3 сантиметра. Вот это число мы узнаем. Давайте снова возьму калькулятор. 4 умножить на 3 поделить на 2,5. У меня получилось 4,8. Ну, давайте округлим. Ой, зеленого фломастера больше не будет, он упал. Сейчас я его подниму. Давайте округлим до 5. То есть мне нужно провязать 5 рядов. Давайте я запишу это все. Вяжем вверх. 5 рядов резинкой. У меня резинка 1 на 1, у вас это может быть своя резинка. Затем закрываем.
Закрываем. Самое главное закрывать не сильно туго, не затягивая и не сильно слабо, чтобы у вас здесь получился эластичный край, но в то же время, чтобы резинка не выглядела как какой-то веер. Это бывает часто, когда сильно слабо закрываешь петли, здесь кардиган какой-то такой расшиперенный получается. Это вид, конечно, ужасный. Поэтому закрывать обязательно, ну, со средним натяжением нити. Если у вас вам не понравится ваш край, вы можете его всегда перевязать. Точно так же, что касается этой планки. Если она вас не устроит, значит, вы можете или ее увеличить, или уменьшить. Планка вяжется, ну, там, один день с головой. Достаточно, чтобы ее связать. То есть вы можете потом ее перевязать. Мне, в принципе, все вот это вот, все мои расчеты, их всегда достаточно. И планка у меня получается хорошая. И самое главное в конце закрыть, более-менее с таким, равномерным натяжением. Вот это самое главное. А так я ее, в принципе, никогда не перевязываю. Ну, вроде все рассказала про планку. Видите, ничего сложного. Самое главное, как бы вникнуть и понять, что здесь у нас петли, здесь ряды, и это все нужно совместить. Так, всем привет, приветик. Добрый вечер, Саша и Саша. Спасибо, добрый вечер. Заглянула сказать привет. Вяжу свитер регланом, как раз сейчас рукав. Спасибо за видеоуроки, все понятно. Ой, приятно. Вы, наверное, уже ушли. Если не ушли, спасибо вам. Сашенька, ты все понятно объясняешь. Эфир супер, спасибо. А, Инстаграм, да, видите, пока не тупит, все нормально. Яна, не сглазь. Точно, пока с "Инстаграмом" все хорошо. Видите, у меня и голос какой-то более-менее веселый, потому что я не переживаю из-за этого. Ну что, давайте теперь расскажу вам про капюшоны. Про капюшоны. Еще раз насчет резинки скажу, что завтра я вам покажу, как конкретно я набираю петли, как конкретно я высчитываю каждую шестую. Ну, может быть, покажу, как я вяжу, не знаю, часа, может быть, хватит. Покажу, как я вот здесь набираю петли на спинке. Это обязательно я хочу показать, потому что, мне кажется, расчеты расчетами, а практика тоже нужна. Если закрывать иголкой, закрывайте как хотите, вот как вам нравится. Можете иголкой, можете каким-то эластичным закрытием петель, можете более затянуть, чтобы у вас здесь был немножко наоборот специально стянутый край, чтобы у вас кардиган, как бы, знаете, был сзади немножко длиннее, чем спереди. Планка будет это все держать. Можете, ну вот абсолютно как хотите, делать с планкой все манипуляции, которые вам нравятся. Главное рассчитать количество петель, потому что если вы по краю наберете, вот у нас 168 рядов, вы наберете 168 петель, у вас будет несоответствие, планка будет стянутая. И точно так же, если вы, например, из каждой петли, из каждой кромочной петли наберете 2, у вас растянутая получится. Короче говоря, мне кажется, планку нужно всегда высчитывать вот так, чтобы примерно понимать, что получилось. Ну и опять же, все зависит от опыта. Регулировать ширину ее, можно даже и вот эту вот длину регулировать. 5 рядов может быть и мало-много. Точно так же, как закрывать. Закрывать можем и в изнаночном ряду, и в лицевом. Но если вы в изнаночном ряду закрываете, вы должны петли, вы должны понимать, что на лицевой стороне будет немножко, ну, то есть нужно следить, какой вид будет на лицевой стороне. Я обычно, если закрываю в изнаночном ряду, я изнаночными петлями закрываю, провязываю, чтобы с лицевой стороны была косичка. Вот, это тоже учитывайте, потому что 5 рядов у меня как раз закрытие идет на 6 ряд, а 6 ряд у нас изнаночный. Всем привет! Опоздала на прямой эфир, посмотрю в Ютубе. Да, конечно, можете потом посмотреть. Добрый вечер. Ну что, давайте теперь расскажу про капюшоны, раз я обещала. Сейчас я открою свои шпаргалки, которые я тут написала. А то, если я без шпаргалок буду рассказывать, то у меня, наверное, там все будет так очень долго, с расчетами, с мыслями, потому что мне нужно посидеть, подумать, чтобы какой план работы, что, зачем рассказывать по порядку, чтобы все было логично, потому что у меня, как правило, вот так вот все в расчетах. Ну что, давайте капюшон. Капюшоны бывают, не то что бывают, я расскажу вам про два вида капюшона. Это самые простые капюшоны, их каждый может
может связать. Первый это просто вот такой вот прямоугольный, ну тут у нас лицо, носик обозначим, носик обозначим. Дальше. И второй капюшон, который я сегодня расскажу, это вот такой, это носик тут тоже, давайте носик нарисую. Вот такой полукруглый, то есть типа как пяточка от носка. Спицы нужно менять на меньшие. Я не меняю на меньшие спицы, потому что я вяжу английской резинкой. Она у меня рыхлее, она у меня объемнее, чем обычная резинка. Вот тут посмотрите, я вязала с одними и теми же спицами, одним и тем же номером спиц. И вот эту резинку 1 на 1 и английскую резинку. У меня это, видите, гораздо меньше получилось. Вот на планку мне она идеальна. Если вы считаете, что вам нужно спицы меньше взять, вам нужно связать образец с меньшими спицами и измерить его плотность обязательно. Можете менять, конечно, если у вас, например, лицевая гладь, и вы хотите, чтобы резиночка была более плотная, тогда можно взять спицы тоньше. Планку вязать и сшивать после ВТО. Вот видите, я в начале эфира рассказывала, я понимаю, что просто подключились позже. Частый вопрос, вот доказательства. Вяжем планку до ВТО. Ой, блин, сейчас я рассказываю. Все, я уже все перепутала. Сначала делаем ВТО, потом мы вяжем планку, потом сшиваем. ВТО мы делаем до того, как мы сшиваем, и до того, как мы вяжем планку. Это обязательно. Если вы сделаете расчеты и свяжете планку до ВТО, то у вас потом может просто быть несоответствие ширины планки с длиной кардигана. То есть мы сначала вяжем кардиган, делаем ВТО, потом делаем планку и сшиваем. Кстати, можно сначала сшить, а потом связать планку, это уже значения особого не имеет. Сначала расскажу про вот этот. Это вообще легкотня, вязать его нечего делать. Здесь у вас по ширине будут петли, все петли выреза. То есть все петли, что у вас сейчас есть на спицах, они у вас пойдут на капюшон. Вы ничего нигде не убавляете, вы просто будете продолжать вязать дальше капюшон. И здесь вторая мерка у вас должна быть длина, ну или высота, я не знаю, как сказать, самого капюшона от плеча до верха головы. Вы можете взять свой какой-то любимый, не знаю, свитерок, курточку с капюшоном и обязательно измерить, как у вас. То есть удобно какой-то капюшон, какая у вас длина самого капюшона. Блин, такое слово сложное, не могу выговорить. Вот, либо можете сами измерить длину вашего капюшона. Там, где вы закончили, вы же понимаете, где сейчас у вас находится ваш кардиган. На плечах. Вот вы с этого места измеряете до самого верха головы, для того, чтобы вам было более-менее комфортно капюшон носить. Если вы только голову измерите, то шея как раз будет как бы без капюшона и будет налазить капюшон очень туго, поэтому измеряйте прям от плечей прям от плеч до верха головы. И здесь все просто. Мы вяжем вверх. Давайте, наверное, запишу, чтобы вам было еще более все понятно. Мы просто вяжем вверх, вверх. Вяжем вверх количество рядов, равное длине вот этой вот, равное длине капюшона. Все, больше нам ничего не нужно. Мы все петли, которые у нас есть, вяжем вверх, равное. Точно так же берем длину вот эту вот. Предположим, она у нас 30 сантиметров. Мы считаем, сколько в 30 сантиметров рядов по нашей плотности и вяжем вверх вот это количество рядов. Затем, после того, как мы дошли до этой части, у нас две половинки вот так сложатся, и мы вот эту часть, давайте я отмечу, что ли, ее. Вот эту часть мы здесь сшиваем трикотажным горизонтальным швом. Давайте я запишу горизонтальный, трикотажный шов. Это обязательно, если у вас тут будет шов, будет не очень красиво. На самом деле гораздо лучше сшить горизонтальным трикотажным швом, чтобы у вас был такой плавный переход, чтобы не было заметно, что вы там что-то где-то сшивали. У вас будет единое цельное полотно. Это самый легкий способ. Мне кажется, тут никакой сложности не будет. И второй вот такой полукругом. Здесь у вас точно так же все петли выреза.
как здесь, а здесь мы измеряем длину не от плеча до верха головы, а до затылка. Давайте тоже запишу. Длина от плеча до затылка. Почему до затылка? Потому что вот эту верхнюю часть у нас тут будет как бы такая шовчик такой. Эту верхнюю часть мы будем еще отдельно довязывать. Нам нужна именно длина до затылка. Ну, точно так же можете взять вот такой свой капюшон и измерить эту часть. Можно еще раз форму выреза для капюшона нарисовать. Форму выреза для капюшона. Сейчас я поищу. Я же это где-то рисовала. Сейчас я поищу и покажу, как оно выглядит. Вот. Наш капюшон мы вяжем с полочками без выреза. То есть полочки мы заканчиваем прямо, и дальше у нас пойдет вязаться капюшон. У нас будут петли от полочек, оставшиеся половинки полочек, и петли от выреза спинки у нас останутся. Вот эта часть. И из этих петель мы будем формировать капюшон. Если вам кажется, что этих петель очень мало и капюшон будет узкий, это тоже может быть, то вы здесь можете, вот здесь в самом низу еще донабрать количество петель. Опять же, ориентируйтесь по ширине того капюшона, который у вас есть. Я сейчас расскажу систему, как вязать капюшон, а все вот эти вот мерки, ширина, высота, это вы уже смотрите по себе, потому что я капюшон не вяжу и на своем примере рассказать не могу, да, как я делаю. Я рассказываю сейчас чисто систему вязания, план вашего вязания, что зачем вы делаете, чтобы, ну, у вас вот эта была закругленная часть, а здесь была квадратная. А ширину подумайте, посмотрите, приложите сантиметр, высоту решите, ширину решите, потому что, ну, это тоже важные вещи, но так как у нас сейчас не урок капюшона, я просто рассказываю, потому что девочки просили, есть несколько, которые вяжут с капюшоном кардиган, я рассказываю эту всю систему. Итак, первое, что мы делаем, давайте я буду, наверное, писать, эти я кружочек отведу, кружочком обведу, чтобы было понятно. А тут буду писать чисто текстом, чтобы потом я вам сфотографировала вот этот листочек, и вы уже по нему работали. Первое, что мы делаем, это то же самое. Вяжем вверх, просто прямо. Вяжем вверх количество рядов, равное длине, ой, не то, равное длине от плеча до затылка. То есть вот эту длину мы вяжем. Это первое. Давайте тут я отделю. Мне кажется, мне не хватит, я могу много писать. Вторым пунктом мы разделяем все петли, которые у нас сейчас есть на спицах. Разделяем все петли на 3 равные части. Сейчас я вам нарисую и все покажу. На 3 равные части. Если на 3 не делятся, все наши петли ровно на 3 не делятся, то мы оставшиеся как бы лишние петли мы помещаем в среднюю часть. Сейчас я нарисую. Вот мы берем, так, фломастер не падай. Вот мы берем все наши петли и делим их тупо на 3 части. У нас будет часть 1, часть 2, часть 3. Если у нас остаются лишние, то мы вот сюда во вторую часть их суем, тулим. Ну, предположим, у нас здесь будет 20 петель, здесь 20, я в петлях пишу, а здесь там 21. Например, да, вот так может быть. Дальше третий шаг, который мы делаем. Мы вяжем петли. Мы вяжем вот отсюда, как обычно, слева, ой, подождите, справа налево, как обычно мы вяжем, если мы правши. Вяжем петли. Так, из части сначала 3, потом 2. Мы сначала 3 провязываем, потом 2. И последнюю петлю, так, последнюю петлю во второй части мы вяжем 2 вместе, то есть мы провязываем ее 2 вместе с первой петлей,
первой части. Сейчас я нарисую, чтобы вам было понятно. Я и это продумала. Вот наши петли. Мы их разделили на 3 части. Это наша первая часть, это наша вторая, это третья. Мы начинаем вязать так. Мы начинаем вязать отсюда и вяжем здесь, провязываем третью часть, провязываем вторую часть. Вот так стрелочкой я показываю. И здесь в конце мы вяжем 2 вместе. Вот у нас одна петля с первой части и последняя петля со второй части. Так, что висим. Спасибо, что рассказываешь, капюшон. Спасибо за капюшон, спасибо. Висим? Нет? Да, вяжем как пятку. Все хорошо, отлично. Верно, верно, вяжем как пятку. Кто умеет вязать носки, тот понимает. Так, дальше, 4-й шаг, который мы делаем. Это мы разворачиваем вязание. Вот на этом шаге мы его разворачиваем. Так, разворачиваем. И дальше вяжем петли второй части. Мы развернули, вторую связали и снова вяжем вторую. Вяжем петли второй части. Это точка будет. И потом последнюю петлю во второй части. Последнюю петлю во второй части вяжем 2 вместе с первой петлей третьей части. Сейчас я вам нарисую это все. Как мы вообще и так мы будем дальше повторять, наше вязание. Как это выглядит? Вот я давайте нарисую наши части. Это первая, это вторая, это третья. Мы начинаем вязать с третьей части, где у нас начало ряда, правильно? Провязываем сюда. Здесь вяжем 2 вместе. У нас петля отсюда, петля отсюда. Дальше мы разворачиваемся и вяжем сюда. Здесь мы снова вяжем 2 вместе. У нас одна петля отсюда, одна отсюда. Снова разворачиваемся, вяжем сюда. Здесь провязываем 2 вместе. У нас снова одна отсюда, одна отсюда. Снова разворачиваемся, вяжем 2 вместе и так далее, пока у нас не закончатся петли здесь. Пока не закончатся здесь и здесь. Когда у нас петли заканчиваются, вы же понимаете, да, что у нас каждый раз здесь минус 1 петля, минус 1 петля, здесь тоже минус 1, минус 1. И у нас постоянно в каждом ряду минус 1 петля из первой и из третьей части. Вторая часть у нас вяжется без изменений, таким как бы квадратиком. Вот, в итоге, когда закончатся все петли на первой части и на третьей, вы эти петли закрываете. У вас получается как пяточка от носочка. Ну, реально, тот, кто вязал носки, тот понимает. Вот это 2 способа самые легкие вязания капюшона. Самое главное разобраться с шириной и с высотой. А вот эта система, она работает всегда, и у вас будет, ну, реально хороший капюшон. Главное еще также решить, какая модель вам подходит. То есть вы всегда вяжете петли полностью, целиком. Вот у вас здесь 21 петля, 21 у вас и остается. Вы ее вяжете целиком, а здесь от каждой части вяжете 2 вместе. И в итоге у вас петли убавляются и оформляется вот этот полукруг. Так, сейчас прочитаю, что вы пишете. Вчера смотрела сериал «Влюбленные знаменитости». Там в самом начале, в первой серии, девушка была в таком красивом белом кардигане с капюшоном. Простенький кардиган, но так стильно смотрится, свободный, с глубоким капюшоном. Классно. Всегда обращаю внимание, когда есть какие-то вязаные вещи в фильмах. Я думаю, вы точно так же. Короче говоря, вот это 2 системы вязания капюшона, которые помогут вам, ну, для тех, кто новичок. Все, я, наверное, могу разворачивать телефон. Все ли в порядке, напишите, потому что вы молчите, либо, либо завис эфир, либо вы просто слушаете. У нас еще есть 15 минут, как раз поболтаем. Ну что, висим? Нет? Все ли нормально? Пишите. Я не знаю, как реагировать. Все замечательно.
Блин, ну хорошо. Слушаем. Все отлично, тогда я спокойна за то, что все хорошо, все отлично. Все, спасибо. А, Что-то я еще хотела сказать, но уже забыла. Это плохо, конечно, что я что-то забыла. Но по своим конспектам, по своим вот этим вот шпаргалкам я все сказала. Значит, все в порядке, потому что я целый день продумывала, чтоб я ничего не забыла. Спасибо большое, все доступно и понятно. Спасибо вам большое. Закончила платье реглан только что. Ого, ничего себе! Это кардиган Леся закончила. Теперь еще и платье. Уже кардиган у Леси готовы, кстати. Она скидывала фотографию. У меня после ВТО рукава вытянулись до колен. Блин, вот честно говоря, мне пишут девочки иногда, у некоторых повытягивались кардиганы, причем у некоторых вытянулись прям катастрофически сильно, и меня спрашивают, что делать, как быть, потому что получается, что, ну, вещь невозможно носить нормально, не те мерки, которые получились, не те, которые хотелось, не те размеры. Я еще расскажу вам, наверное, или завтра, или послезавтра, как я делаю ВТО. Сейчас я уже не буду вас грузить этой информацией. Вот, может быть, что-то вы не так делаете, а может быть и так. Но я честно скажу, вот мне еще одна девушка сегодня писала, что остановитесь на этой теме, расскажите, почему так бывает. Дело в том, что когда я вяжу постоянно и постоянно делаю ВТО, особенно страшно, всегда мне, честно говоря, страшно, что получится после, но всегда получается все хорошо. Вот даже с этим кардиганом английская резинка очень часто подводит тем, что она растягивается вниз. У меня же кардиган растянулся, вот сама длина на 5 сантиметров, плюс регланные линии на 2 сантиметра, но еще не факт, потому что я его еще не сшивала. Он еще может немножко у меня из-за швов подтянуться как раз на эти 2 сантиметра. То есть он у меня идеальный по длине. Сказать, что я вяжу очень плотно, поэтому у меня... ну, как-то не вытягивается, то есть нету свободных, что ли, свободного растяжения, чтобы вытянуться. Нет, я вяжу наоборот рыхло. И я заметила за собой, что я достаточно рыхло вяжу, потому что есть девочки, которые вяжут теми же спицами из той же пряжи, и у них получается гораздо плотность меньше по ширине, по высоте он меньше, образец у меня шире. Короче, я не знаю, в чем дело, я просто в теплой водичке его мочу. Причем у меня много вязаных вещей, которые я потом стираю, они тоже не меняются. Я в теплой водичке мочу, раскладываю на горизонтальной поверхности, на полотенце. Вот этот кардиган у меня на улице сушился, в тенечке я его разложила. Вот, беру сантиметровую ленту, измеряю всю длину, ширину, чтобы у меня было четко, как по плану. И если у меня где-то длиннее, я его немножко сама руками присобираю. Если он у меня наоборот короче, я его растягиваю. Я делаю так со всеми вещами, и серьезно вам говорю, у меня никогда ничего не растягивалось, вот чтобы было по бедра, а потом хоп, ну, по пятке получалось. Вот я переживаю, честно говоря, всегда из-за того, что мне пишут, что он растянулся. Не знаю, сейчас буду читать, что вы напишете. Может быть, у вас есть какие-то идеи? Девушка, кстати, спрашивала, вот что я хотела сказать. Девушка спрашивала, сколько ушло. У меня ушло ровно 5 мотков, и я даже не знаю, хватит ли мне на планку. У меня осталось 2 вот таких вот клубочка. Я надеюсь, что мне все-таки хватит, если вот я задумала 5 рядов планку, если хватит, отлично, если нет, будет там 4-3 ряда. Ну, я не буду покупать лишний моток ради планки. То есть ровно 500 грамм у меня получился. 70 сантиметров сейчас он у меня. Так, читаю. Саша, у меня вопрос про росток. Может, его уже озвучивали? У нас его не будет. В нашем кардигане, в моем, как у меня, его нет ростка, потому что вырез большой. Назад тянуть ничего не будет. И сзади тоже будет нормально, потому что я как бы и хотела, чтобы резинка как бы огибала, вот эта вот планка как бы огибала шею. Если вы переживаете, что у вам он как-то не так сядет, то вяжите росток, потому что, еще раз говорю, что это ваш кардиган, и вы сами решаете,
полностью, каким он должен быть. Если вы сделали здесь вырез полукруглый, есть у меня девочка, которая так вязала, то советую на спинке тоже полукруглый вырез делать. Так как у нас широкий вырез, плюс это кардиган, то есть он распахивается, я не делала росток, то есть сзади выреза у меня просто нет, у меня прямо закрыто. Если бы было плохо, то жалоб не избежать. А если бы был плохой эфир? Сколько пряжи ушло на кардиган? Вот, я сказала, ровно 500 грамм. Саша, подскажите, сколько пряжи нужно на платье оверсайз, размер 44-46, рост 175 по колено? Спасибо. Сложный вопрос. Всегда про количество пряжи для меня сложно, потому что я привыкла брать упаковками, я бы взяла 2 упаковки, то есть я бы взяла килограмм, и у меня бы осталось. Мне кажется, что грамм зависит от ширины, опять же, если оверсайз, то насколько широкий, просто чуть пошире или прям совсем широкий, рукав какой узкий, широкий, но я бы, наверное, грамм, сказала бы сейчас грамм, наверное, 800-900 точно должно уйти, вряд ли килограмм. Я смотрела сериал 1985 года, там такие классные модели, на пике моды, спущенные петли, ленточная пряжа, накладные карманы, так забавно. Да, я люблю рассматривать старые журналы моей мамы, с 80-е как раз годы, 70-е ее молодость, но в 70-х журналов, по-моему, не было, вот как раз с 80-х, кажется, там я помню всегда вот 84, 85 цифры в голове. Я очень люблю рассматривать эти модели старые. 90-е годы пошли журналы, но там уже немножко другое, это уже больше мое детство, я уже помню эти все модели, а 80-х интересно. Сашенька, спасибо за отличные уроки, спасибо вам. Это, наверное, те капитаны, которые... кардиганы, которые одним полотном вяжут. Э, Про что? Я не поняла, про что. Я тоже смотрела недавно сериал, и там девушка вязала свитер. Думаю, она вязала по твоему мастер-классу регланом сверху, Сашуль. Она мне сказала, какая хитренькая. Прикольно, прикольно. Саша, скажите, если я вяжу спинку и полочки одним полотном, как мне втиснуть рукава? Вы должны подрезы свои закрыть, либо просто их на ниточку скинуть, либо на булавку. И тогда за счет того, что у вас будут дырочки как бы между спинкой и полочкой, вы сюда втиснете рукава на место подрезов. Ну, это не так-то и удобно, но если у вас подрезы достаточно широкие, то будет нормально. Пряжа может вытягиваться под своим весом уже после ВТО, зависит от пряжи и узора. Согласна, в процессе носки вытягивается. Вот мой кардиган, я уверена, вытянется еще сантиметров на 5, но меня это устраивает. Мохер уже после носки можно стирать, им также над кастрюлей, или также над кастрюлей. Я стираю все, честно скажу, причем стираю в машинке. Мохер потом, ну, знаете, его как бы хорошо сам распушить чисто паром, для того, чтобы он после стирки не сбитый был. Вообще, конечно, стирать надо. Вообще любые вязаные вещи надо стирать, потому что, ну, все равно они эта пыль с внешней среды впитывают. Особенно если вещь верхняя, типа как кардиган, и вы под курткой не носите, то по-любому она отовсюду пыль соберет, как ковер. Можно отрезать лишние сантиметры рукава снизу. Сначала контрастную нитку продеваем в нужном ряду, потом чик-чик ножницами подцепляем на спицы и привязываем резинку манжета. Я тоже так делала. У меня был случай, когда рукав мне был чуть длинноват. И я тоже так делала. И, кстати, я не раз так делала. Вот только не помню еще в каких случаях. Точно помню один свитер. Саша, как насчет контрастной планки? Если не хватит пряжи, я думала, вот у меня и вот как раз полочка с моими цветами из этой пряжи. Не знаю, может быть, я сначала свяжу вот эти 2 моточка. Я думала про это. Сашенька, ты красотка, спасибо большое. Саша, сшиваем сначала боковые швы, а потом подрезы или подрезы первые. Ниточки как раз в начале подрезов остались. Давайте про сшивание поговорим, когда мы будем сшивать. Сшивать мы будем в среду.
Я еще покручу свой кардиган и расскажу, как удобнее, как лучше. Э, Пока сейчас точно не могу сказать, потому что я этим не занималась. Вообще, я сначала длинные части сшиваю, то есть от подмышки до рукава, от подмышки до низа. Либо если у вас снизу рукава ниточка длинная или снизу у спинки и полочки нитка длинная, то этой ниточкой, наоборот, до подмышки и потом рукав. Ну, то есть там уже нужно смотреть, какие у вас ниточки остались. А потом подрез. Здесь я посмотрю, может быть, в зависимости от того, опять же, какие у меня там ниточки остались длиной, посмотрю, как лучше. Но мне кажется, что так и буду делать. Сначала боковые, потом подрезы. Ага, анатомия страсти, вот там был кардиганчик. Второй сезон, начало или начало третьего. Ой, а про мохер, когда говорили, как его стирать? Точно так же я стираю, как и обычные все вязаные вещи. Просто в тепленькой воде, в режиме шерсть. Потом его можно обработать паром. Сушить точно так же я советую не, знаете, еще в чем бывает проблема, не пересушивать, потому что когда вот долго, например, на улице полежит, бывает так, что очень таким каким-то сильным комом становится, особенно хлопок так бывает становится. То есть важно вот в нужный момент забрать и из свежего воздуха эту вещь и уже ее дома сушить, например, если вы сушите на улице. Улица очень, ну, если у вас сухой воздух, очень сильно как бы вещь такое, знаете, в жесткое состояние как-то ее, как это сказать, вводит, и потом уже тяжело ее, эту вещь всю разминать, потому что бывает так, положил, особенно хлопок, я же говорю, положил, забыл и ушел. Прихожу, а вот кофточка такая дубовая, знаете, как высохла, так и лежит. Ее нужно и потом еще швы все хорошенько разминаю. Бывает еще утюжком даже проглаживаю, опять же с паром, чтобы немножко привести в чувство. Сделать контрастную планку и кармашки. Будет хорошо смотреться, спасибо. Вы уже сделали ВТО? Может, я пропустила? Да, я вначале рассказывала. Сделала ВТО, вот он у меня сох. Вчера я сделала ВТО. Вечером я к нему подошла. Он лежал на улице у меня, но я его не вот такой вот, не с миножкой раскладывала, а вот так, как я рисовала сейчас. Вот так я его и положила. Вот как здесь. То есть, как я его буду носить, так я его и положила. Мне так проще видеть готовый результат. Вечером я пришла, он с другой стороны на спинке, так как он лежал на полотенце, на спинке был еще мокрый, а сверху высох. Я его перевернула, и сегодня утром я его забрала уже сухим. Вот. Измерила, удивительно, вот как раз ровно на 5 сантиметров, как мне и надо, вытянулся. Завтра я покажу, как я вяжу планку. Думаю, мы все это время будем про это рассказывать, общаться на эту тему. В среду я расскажу, как сшивать. В четверг мы подведем итоги. Немножко поменялись планы, потому что у нас там, по-моему, ВТО еще есть отдельным пунктом, то есть отдельным днем. Я решила ВТО вообще как бы опустить, потому что это и так понятно. Целый час рассказывать ВТО скучновато, поэтому я его просто из прямых эфиров уберу, а зато в четверг подведем итоги. Девочки, кто уже связал кардиган, кто уже его сшил, кто связал планку, я жду от вас фотографии, скидывайте мне в Viber, я жду от вас фотографии, в четверг я буду, вот как было с платьем, буду показывать готовые кардиганы, я надеюсь, они будут. Но человека 4-5 уже точно мне скинули готовые, вот планочку довяжут, и уже можно будет вам показать готовый результат. Вот, так что жду, девочки, от вас фотографии. Домашнее задание будет сделать расчеты планки и скинуть мне. Вот примерно такой вид расчетов у вас должен быть. Так, у меня прямой эфир приостановлен. Ладно, буду прощаться. Короче, делаете домашнее задание, делаете расчеты нашей планки, вяжете планку, скидываете мне отдельно расчеты планки, отдельно фотографии уже готового кардигана с планкой. Потом у нас будет в среду сшивание, вы мне еще скинете, ну, хотите в среду, хотите раньше, скинете мне фотографию уже готового сшитого кардигана, вот какой он у вас есть в готовом виде. Я эти фотографии покажу в четверг в прямом эфире. Подведем итоги, отвечу на вопросы, кто еще не довязал, и покажу то, что девочки связали. И свой, наверное, покажу.
Наверное, я же его доделаю. Все, давайте прощаться. 59 минут, сейчас уже нас автоматически отключат. Спасибо, что вы были со мной. Сегодня идеальный прям был эфир, потому что ничего не отключалось. Видите, все-таки не зависит это от моего телефона или от моего интернета. Если бы зависело, у меня бы, наверное, не было такого хорошего сегодня эфира. Все, всем пока, спасибо, до завтра. Завтра будем вязать планку.